Я люблю пердеть в переполненных автобусах, трамваях, троллейбусах. Обычно я стараюсь испортить воздух шептуном, но даже если получится громко, я не расстраиваюсь. Все равно в давке и при шуме мотора невозможно установить, кто пернул. Мне нравится наблюдать за реакцией пассажиров. Поначалу они стоят с отрешенным взглядом, угрюмо ждут остановки, но вот вонючие газы попадают к ним в нос. Они слегка морщатся, затем начинают вертеть головой по сторонам, тщетно пытаясь обнаружить наглого пердуна. Некоторые пытаются уйти в другую часть салона. Я их называю перебежчиками. И это их главная ошибка. Пердеть статичных граждан неинтересно, ведь максимум на что они способны — повертеть головой. Но когда я вижу, как кто-то с позеленевшим от рвотных позывов лицом пытается убежать от эпицентра, я начинаю свою охоту. Я крадусь за ним, стараясь оставаться незамеченным. И когда перебежчик останавливается, наивно полагая, что ушел от страшного смрада анонимного пердежа, я стою рядом с ним, с облегчением освобождая свой кишечник от газов. Довольная улыбка хитрожопого беглеца довольно быстро сползает с его наглого лица. Он начинает яростно вертеть головой по сторонам и в гневе выскакивает из автобуса ближайшей остановки. Он стоит на улице и жадно глотает свежий воздух в ожидании следующего автобуса, в котором, возможно, ему даже удастся занять свободно сидящее место. Он думает, что самое страшное позади. Но в нескольких шагах от него стою я и ем зеленый горошек бондюэль, предвкушая вонючую расправу с хитрецом. Больше всего я люблю охотиться зимой, в час пик, самые лютые морозы, когда даже мысль о том, чтобы открыть окно, навеивает ужас. Для зарядки перед началом охоты я ем бананы и кефир. Это самая сильная смесь из всех, что я пробовал. Пердеж получается чертовски ядреный. Он выходит настолько горячим и едким, что я обычно представляю себя в жопе гейзер или жерло вулкана. Ну а запах? Даже меня он убивает. А как говорится, свое говно малиной пахнет. В детстве мы часто втихаря пукали, и всегда нас выдавала улыбка или смех, ну или просто выражение лица а-ля тролль. А теперь представьте, какая выдержка необходима тут. Думаете, что заставить себя ходить по раскаленным углям — это самоконтроль? Тогда представьте картину. Простой работяга Вася после трудового дня, уставший и голодный, едет домой, думая о теплой постели и горячем ужине. Автобус переполнен. Бедного Васю задавили со всех сторон. Пальцы уже замерзли, но он все равно счастлив, потому что едет домой, и все плохое позади. И тут появляюсь я. Удивительно, как небольшим усилием всего пары мышц можно сделать столько людей несчастными. Постепенно гримасы отчаяния искажают их лица. Они отчаянно ищут выход из сложившейся ситуации, а их два. Либо ждать полчаса на морозе следующий автобус, либо ехать до конца в этом Геттенвагене. Они думают, что уже ничто не может сделать их несчастнее. Но еще немного подав копоти, я даю им понять, что они были неправы. Видя всю эту трагедию, которая разыгрывается в злочастном автобусе, и являясь ее главной причиной, я чувствую себя мультяшным злодеем, который смотрит на содеянное и разрывается от гомерического смеха. А потом постепенно этот смех превращается в истеричный смех психопата. Я падаю на пол, хватаясь за живот. Мне не хватает воздуха, а на глазах выступают слезы. Но это все. Это только в мыслях. На лице у меня лишь негодование и страдания. Хотя иногда и проскальзывает хитрая улыбка.